Всем привет! Это видео посвящено плетению веревки для стропохвата Snatch. На данный момент наиболее часто используемые плетения это грок, брамель и плетение по типу брамель, но выполненное не до конца и закрепленное сшивкой из нейлоновой нити. Плетение брамель это очень прочное и надежное плетение. Его незначительные недостатки заключаются в невозможности установки карабина перпендикулярно основному положению. Вот это вот основное положение. Перпендикулярно мы не можем закрепить. Также его менее удобно встегивать одной рукой в карабин. Приходится встегивать по очереди эти две петли. В принципе, это очень такое относительное неудобство. Допустим, грок стегнуть можно с закрытыми глазами без проблем. Здесь также. Плетение грок также очень надежное. И у него есть такое интересное преимущество, что можно таким образом установить карабин. И система натяжения в целом получается более короткая. Но есть также небольшой недостаток у этого плетения. Это несколько пониженная прочность по сравнению с остальными двумя. Плетение по типу брамель при статических нагрузках очень прочное и удобное в плане того, что можно встегивать карабин различными методами, с различным направлением. Также можно систему делать укороченной, как в случае с плетением грок. Ну, тут это чуть менее красиво получается. Основной очевидный недостаток этого плетения в том, что оно менее надежно, чем остальные два. При статических нагрузках это плетение выдерживает нагрузку до 2,5 тонн, но при циклических нагрузках, если мы не имеем здесь сшивки или имеем недостаточно качественную сшивку, то при циклических нагрузках может плетение расползтись. Хотя это сделать не так-то просто, поэтому я вытащу его просто рукой. Даже при циклических нагрузках, если мы тянем за внешний слой, то он спрессовывает внутреннюю веревку. Если мы тянем только за внутреннюю веревку, то спрессовки мы не получаем, и вытянуть внутренний слой получается очень легко. Поэтому в таком плетении применяется закрепочная сшивка из толстой нейлоновой нити. Обычно в этом месте. В последних выпусках стропохвата используется тройная сшивка как минимум. Но есть более ранние выпуски стропохвата, где сшивка всего лишь одинарная. Или есть вообще старые модели стропохвата, где сшивки нету вовсе. Используется спрессовка термоусадочной трубкой, как здесь. Без сшивки. А вот мы и подошли к главной теме этого видео. Это как сделать плетение веревки для стропохвата более надежным. Самый простой способ это просто добавить прошивок в уже имеющееся плетение. Но вам все равно придется следить за сохранностью нити. Так что еще один вариант более надежный. Это просто расплести старое плетение и сплести новое. Либо грок, либо брамель. Для того, чтобы разобрать имеющееся плетение, нужно аккуратно разрезать пластиковую термоусадочную трубку. Затем аккуратно разрезать нить. Нить, сшивающую веревку. Не перепутайте пряди нити с прядями веревки и не режьте саму веревку.
На всякий случай проверим длину веревки. 68 сантиметров. Этого достаточно. Бывает 70 сантиметров. 70 еще лучше. Будет удобнее плести. Следите за тем, чтобы не перепутать направление пластин. Потому что если вы развернете ее в обратную сторону, то стропохват будет схватывать значительно хуже. Начнем с плетения брамель. Отмечаем метки на расстоянии 7 и 17 сантиметров от концов веревки. Используя обычную согнутую пополам сварочную проволоку диаметром 1,5 мм, протыкаем веревку посередине между прядей. Если сплюснуть веревку, то будет проще определить, проткнули ли вы ее ровно посередине или нет. Продеваем кончик веревки между проволокой и вытягиваем скручивающими движениями. Продеваем веревку сквозь себя. То же самое делаем со вторым отверстием. Было проткнуто так и вытянуто сюда. Значит, с этой же стороны мы протыкаем. Стараемся ровно с той же стороны, без смещения это сделать. Не посередине. Поэтому смещаемся на одну прядь в сторону. Уже похоже на правду. Снова продеваем кончик веревки и вытягиваем ее саму в себя. Расширяем отверстие. Теперь нам надо будет протолкнуть веревку в это отверстие, но уже с другой стороны. Так. Второе отверстие должно пройти сквозь первое. Далее его мы тоже расширяем. Делаем то же самое все. Проталкиваем веревку сквозь себя. У нас получилась петля. Теперь прошиваем внутри веревку и выходим как можно ближе к свободному концу. То есть ну, вот так вполне нормально.
проделываем уже привычное нам действие и затягиваем. Свободный конец у нас торчит. Все это дело протягиваем, прижимаем. Получили одну петлю. То же самое делаем со второй стороны. Начинаем с дальней метки. Расширяем отверстие. Второе отверстие у нас проходит сквозь первое. Возвращаем веревку сквозь второе отверстие. Вот. Плетение брамель готово. Теперь сплетем грок. Проверяем длину веревки. 68 сантиметров. Отмеряем 9 сантиметров от конца веревки и прошиваем ее иглой. Опять же, следим, чтобы сделать это ровно посередине между прядей. И продеваем второй конец веревки через отверстие в первой веревке. И делаем то же самое со вторым концом веревки. Прошиваем его ровно посередине. Ровно посередине. Иногда бывает не сразу очевидно, насколько ровно получилось это сделать. Можно попробовать перепрыгнуть одну прядь, понять, что стало еще хуже. Значит, было все-таки нормально. И продеваем другой конец, опять снова отверстие в другой веревке. Подтягиваем все это дело. Следующий этап. Нужно найти то место, где игла спокойно проходит. Вот здесь. Это только одно такое место. Именно со стороны стропохвата. Второе такое место у нас со стороны дальней от стропохвата. Нам нужно именно это место. Отсюда мы проходим иглой внутри веревки и выходим ровненько из удобного уже готового отверстия. Туда мы очень легко затягиваем конец веревки и подтягиваем.
Собственно, то же самое делаем с другой стороны. Здесь один момент. Оттягиваем узелок и стараемся опять же выйти иглой как можно ближе к узелку. Чтобы это плетение получилось максимально надежным, нужно, чтобы вот этот узелок не имел возможности самопроизвольно выходить из внешнего слоя веревки. Поэтому имеет смысл взять пассатижи и подтянуть его хорошенько. Таким образом, узелок здесь уплотняется, утапливается в внешнем слое веревки. И расплестись ему будет гораздо сложнее. Вот мы получили готовое плетение грок. Несколько более длинное, чем здесь. Если вы хотите получить более короткое плетение, наподобие этого, то нужно отмерить от конца веревки, когда мы отмеряли здесь, не 9 сантиметров, а 9,5 либо 10 сантиметров. На этом все. Если у вас возникнут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Всем slacklife!